Друзья, всем привет! Как видите из названия, это не совсем обычное видео, это скорее влог. Дело в том, что сейчас из-за карантина нет возможности находиться в зоне постоянно, и возможностей для съемки как таковых не так много. Но, опять-таки, я все-таки в зону езжу, и есть иногда моменты, которые мне очень бы хотелось вам показать, но которые при этом на полноценное видео, в том формате, в котором я его себе представляю на канале, не тянут. Поэтому видео, которые будут с заголовком «Влог», это будут вот такие вот маленькие зарисовки какой-то локации, какого-то места, может быть, какого-то события, вот что-нибудь в таком духе. Перед тем, как начать, я хотел еще одну вещь сказать. Хотел сказать вам всем огромное спасибо, друзья. Безумное количество комментариев под интервью, безумное количество обсуждений. Очень приятно чувствовать тот момент, что не зря мы собрались, не зря мы сделали вот этот проект с отцом. И на добрую часть комментариев я, наверное, отвечу одним предложением. Дело в том, что папик мой, пересмотрев все видео, вот все 5 частей, перечислил мне такие моменты, что там он что-то забыл, там он что-то не сказал, там он хотел сказать одно, сказал немного другое. В общем, я к чему веду? К тому, что будет второй сезон. Второй сезон будет обязательно. Единственное, что вопрос, когда. Дело в том, что после съемок отец уехал из страны. И сейчас не совсем понятно, когда он вернется. Но я вам всем обещаю, что в тот день, когда он вернется, буквально в ближайшее время после этого, мы обязательно поедем и запишем второй сезон на интервью с ликвидатором. Ну, а сегодня я хотел бы вам показать АТХ. Припятская АТХ-2. Автотранспортное хозяйство, она же ПМК, передвижная механизированная колонна, ПМК-35, она же гаражей Чернобыль-сервиса. Дело в том, что здесь недавно появилось несколько новых единиц техники, и я, честно говоря, просто не смог пройти мимо этого события. Поэтому сейчас, друзья, мы вылазим из машины, снимаю в машине просто потому, что на улице пипец как ветрено, и боюсь, что хорошего звука не получится. И идем уже непосредственно на АТХ-шку. Чтобы было понятно, она вот. Ну что, нормы РБ соблюдены. Погнали. Итак, друзья, что здесь, собственно говоря, происходит? Дело в том, что администрацией зоны отчуждения было принято такое интересное решение построить на базе АТХ-2 в городе Припять, построить музей. Музей техники, которая принимала участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной. Вот этот ИМР, это ИМР-1, кстати, и вот эта ИСУшка, ИСУ-152, это, если можно так сказать, первые экспонаты, которые были сюда доставлены, поскольку на самой АТХ также есть, уже давно стоят достаточно интересные машины, например, БелАЗы, те самые БелАЗы, которые использовались для перевозки каких-то радиоактивных отходов, какого-то радиоактивного мусора, так и БелАЗы, которые использовались для
очистки улиц города Припять. Использовались они в городе. На самом деле, вопреки достаточно распространенной теории, это не специальные БелАЗы, это не специально подготовленные для Припяти машины. Такие машины повсеместно используются на карьерах для того, чтобы прибивать пыль. Поскольку можете себе представить, если на карьере ездит огромное количество вот таких супергрузовиков, какое количество пыли они будут поднимать. И вот такие машины используются чисто для того, чтобы прибить пыль. Поэтому никакой специальной модификации для Припяти не было, просто взяли и пригнали уже готовые машины. Вот, чтобы вы понимали высоту колеса, при том, что мой рост 1,88 м. Как-то так это выглядит. И сушка также достаточно интересная, легендарная штука. Когда ее сюда забрасывали в зону отчуждения, были даже разговоры о том, что она будет использоваться по назначению, то есть стрелять. Однако, насколько мне известно, такого не было. Не стреляла она по 4-му блоку, ничего она там не разбивала, а в зоне использовалась исключительно как бронированный тягач и как таран. То есть ее было удобно использовать в том плане, что за счет бронированного верха, за счет отсутствия каких-либо механизмов, в отличие от тех же тягачей, ей можно было сносить бетонное здание и не бояться того, что обломки этого здания упадут на крышу и сушки. Также вот тут стоит еще достаточно непонятный мне пепелац, по-другому не скажешь. Долго мы пытались понять, что это за модель, что это за единица техники. Так мы и не выяснили. Если кто-то из вас, друзья, знает, что это, пожалуйста, пишите в комментариях. Что ж, на данный момент вот так выглядит АТХ-шка. Сюда еще будут добавляться экспонаты обязательно. И когда этот процесс будет происходить, я буду вас знакомить, так сказать, с новинками, которые появляются у нас вот здесь на АТХ-шке. Ну и, честно вам скажу, я очень-очень сильно жду того момента, когда этот музей будет открыт. Огромное спасибо администрации зоны отчуждения, предприятиям государственным, которые на территории зоны отчуждения работают и причастны к организации открытия данного музея. Я лично считаю, что это будет замечательное и полезное, интересное место для всех, кто хочет побывать в зоне отчуждения. Такой вот небольшой влог-зарисовка. Спасибо вам, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Увидимся. Пока.